сумасшедшие записи взорвут тебе мозг. Нашел бычьи сигналы по битку, также пройдемся по Луне Терри. Новости от создателей Терры в Твиттере пишут, что откуда-то берут, денежные средства для старта Луны Терры 2, что служило как бы капиталом для аварийного распределения в прошлой Луне и подготавливают, строительную взлетную площадку для Терры 2.0. К другим новостям еще вернемся. Сейчас самое интересное, что я нашел в самом биткоине и сравнивая его с акциями Apple, которые раньше в кризисные времена были чем-то невероятно новым, непонятным, неопробованным, куда было опасно тоже входить. Довольно акции были слишком манипуляционными. Но все-таки это один из топовых на то время акций. Как сейчас, к примеру, биткоин. Нашел какую закономерность в том, что акции Apple в 2000 году падал на 81%. Это как раз, в принципе, кризисное время. И также возьмем кризисное время 2018 года, когда биток развернулся. Здесь тоже присутствует 84% скидка. Самая большая на тот момент, в момент кризиса. И они, в принципе, идентично двигались. И далее, что еще похожее нашел? Я сейчас нахожусь, получается, на Apple. Здесь я нашел, что тоже был кризис 2008 года. Снова цена разворачивается. До этого здесь был хороший рост. Все позитивно, все росло. Произошел, значит, перехай прежних уровней. Далее цену, получается, помпанули вниз. Во время непонятных каких-то кризисных изменений. И не понимали, в чем же хранить нам деньги. Как сейчас по битку. Значит, вот здесь перехай, трендовая линия, все в порядке, растем. И тоже вот эта вот просадка в 61%. Я так предполагаю, что несмотря на, может быть, так ситуация развернуться, что все будут надеяться на какой-то халвинг там через 1,5 года и так далее. И это будет хорошо, если большая часть людей будут верить в то, что халвинг там через какое-то время, то мы побыстрее всех вытряхнем. Как подобная картина происходила на Apple. Здесь буквально вытряхнули. И уже пошел действительно внедрение, такой рост. Понимали, что сохраниться можно только здесь. Кто этот понимал, сохранялся. Кто очковал, выходил здесь, выходил тут. И уже не мог по той же цене зайти. Приходилось покупать на хаях. И теперь по цифрам, по битку. Сравнивая с Apple. Apple, значит, дал 65 иксов. А с вот этого вот кризисного момента, который сейчас происходит на биткоине, дал 65 иксов за 10 лет. Биток же я вычислил. Он может дать меньше. То есть это 34, 10 лет. Но это на основании Apple. Я так считаю, что акции Apple допечатать тоже невозможно. Их поэтому тоже ограниченное количество, как и по битку. Поэтому рост будет примерно вот такой. Я вижу вот так. Здесь, значит, за этот фрактал в 10 лет, который до этого был, иксы, значит, 23 икса за 10 лет показывают с 2017 года по сегодняшний день. На хаях 23 икса. Здесь поболее, где-то с этих просадок на Apple получилось 31 икс. Во-первых, есть, ты все равно в окне отражаешься, ходишь. Во-первых, блять, хуй знает. У Apple есть что поддержать, это раз. У биткоина есть что спрятать. В карман как бы флешку сунул, и там могут храниться миллиарды долларов. У каждого есть свои недостатки и особенности. Как видим по графику Apple, можно было, сохранить свой капитал. Тот, кто это понимал, тот делал. И на основании инструмента, который тоже есть у него очень большой плюс, это в том, что можно сохранить, и никто даже не узнает, что у тебя такие деньги в твоем кармашке. Вот это из позитивных исходов, которые я вижу. Это не значит, что будет так. Может быть действительно халвинг, может быть будет цена немножко снижаться до 20 тысяч долларов. Это отрицательная черта. Но, скорее всего, навряд ли такое будет. Даже если будет, пусть будет. То есть, если большую часть разуверуют, мы полетим. Не разуверуют, мы спустимся еще ниже. Полиция до сих пор, получается, расследует, потому что по Луне то растратили, биткоины холдингов. Пострадало, получается, поучаствовало по оценке, инвестировали в эту криптовалюту 280 тысяч человек. Док Вон растратил некоторые биткоины холдинга компании. И получается 40 миллиардов в целом в одной монете, в UST и в Луне. В целом общее количество 40 миллиардов долларов. Просто, говорит, стерты. И где они, непонятно. В каком карманчике лежат, тоже непонятно. Южная Корея не останавливается. Она будет искать виноватых, искать будет деньги. Почему с ними не поделились и сбежали. По закупкам по Луне Терри я еще не успел закупиться, как цена полетела вверх. Но это как всегда. Рейтинг начинает, значит, подниматься. У монетки 2017 ранг. Рыночная капитализация 435 миллионов долларов. Я считаю, что это тоже не особо большая сумма. И по калькулятору инвестирую я, значит, небольшие суммы на перспективу, чтобы выцепить 200 тысяч иксов и сделать $1 000 000.
даже 1000 иксов, 500 тысяч баксов уже тоже будет вообще в шоколад. Сейчас я занимаюсь, получается, самыми рискованными темами. Этот канал, в принципе, настроен только на риск. И можешь также пролистать, посмотреть, что у меня там есть на канале, что-то, какую-то монетку, которая тебе приглянется, которая внутри отзывается, которую тебе интересно. Можешь в нее тоже проинвестировать, чисто как в магазин сходить. Просто кофе попить с булочкой и все. Потому что инвестиции должны начинать с малого. Изначально уже к своему бюджету, там неважно, у тебя 5 баксов, у тебя 100 баксов, у тебя 1000 баксов, ты должен относиться к своему бюджету как к своему непосредственному капиталу и относиться к нему уже, что у тебя на счету как минимум $1 000 000. Взять вот 10 баксов, 5 нулей тебя отделяет от 10 баксов до $1 000 000. В криптопространстве это в принципе реально, но надо также работать еще и с головой, с мышлением, фокусироваться на нулях, почистить окружение, в котором ты находишься, чтобы пребывать на других вибрациях тела и жизни и отношению к жизни. Не с позиции жертвы, а с позиции хозяина. И также на этом пути ты должен определиться, кто ты будешь, жертвой обстоятельств или хозяином ситуации. Также не забывай про распределение, очень важный и начальный метод сеяния семян и собирая урожай. Коротко, значит, по монетам, которые просил Terrafloki, короче, удалена с CoinMarketCap. Коди такое себе, перешел, короче, на другой контракт. Это тоже такая песня странная, не хочется вообще смотреть. Энергии Вифт не возьму, как-то слабо, вокруг за это время мало людей как-то организовалось. Кандей, вознаграждение за бронирование, там твиты, путешествия, все туры, инвесторы летают, вознаграждения раздают, да, и делают, получается, посты в Твиттере, и не совсем как бы то. Как бы там сидят все-таки инвесторы, а не путешественники, а туда кидают именно места красивые, которые можно пропутешествовать. Не особо как там. ASICS, NFT, Metaverse, Marketplace. Ожидание, короче, жирной скидки. Сейчас 60% уже как бы есть. Но дождаться где-то 90, 80, 90, 80. Где-то вот так хотел бы дождаться скидки. Будет, не будет, не знаю. Может пропущу, если не будет. Нравится, что команда открытая, показывает результаты прозрачно. У них сформирована прям семья амбассадоров, которые занимаются именно привлечением и раскруткой своих брендов. Прям семьей они, короче, там занимаются. Поэтому за этим есть что-то интересное. Поэтому и прозрачность показывают, как они работают, на видео снимают. Контракт, в принципе, такой неплохой, открытость хорошая на уровне. UF. Нет контракта, только на бирже, не могу проверить, как бы. UF, поэтому UF откидывается. Кишу Ину на эфире, не захожу на эфир. Спуки Шиба, как бы интересно. Я ее как раз вот здесь где-то включил. Нормально она вот здесь в этой области, короче, распампилась, полетела. И, видимо, управлять все-таки человек умеет. Ну, основатель распампил ее сюда. Ну, нормально, я думаю, количество денег привлеклось. Долгое время находились в боковике. Никто не продавал, не покупал. Вот так, как бы, получается, здесь образовалось уже дно. Считаю, что есть вероятность. Единственное предупреждение, долларом еще не проверял. Как проверю, так сразу в телеграм-канал скину результат. Долларом проверил, сам закупился на незначительную, там, может, 5 баксов. Вдруг еще прольется, кто знает, можно будет добрать. Также есть платформа в закрепе, комментарий у меня, в которую я сейчас залетел. Команда потихоньку настраивается, подключается, притирается к основателям. Тоже можешь перейти, посмотреть, поглядеть, твое, не твое, отзывается, не отзывается, потому что там действительно можно сколотить такой огромный портфель, потому что мы заходим как бы на стадии пресейла уже после фондов и до, понимаешь? Поэтому потенциал большой, надежды большие, посмотрим как. Тоже эту инвестицию отношу, конечно же, к рисковым портфелям, все-таки присмотреться, получается, к платформе, к создателям, и потом уже, конечно же, начинать топить, включать газ. Поэтому моя задача показать, твоя задача определиться, подходит тебе это или не подходит. Поэтому спасибо за лайк, спасибо за дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пиши в комментарии под видео. И до новых встреч. Благодарю за подписку.